Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что сейчас происходит на мировых рынках, какие важнейшие движения, события и как это влияет на цену активов, акций, криптовалют и так далее. Но сейчас, если как бы отделить зерна от плевел, получается два основных течения в мире. Первое – это связанное с противодействием Китая и США, развязавшимися торговыми войнами. И второе – это то, что происходит на рынке искусственного интеллекта, связанного с этим активов и возможности этих активов приносить доход, соответственно, инвестициям. На текущий момент мы наблюдаем два процесса, связанных с искусственным интеллектом. Первый процесс заключается в том, что OpenAI начал обмен акциями, взаимными инвестициями с крупнейшими производителями чипов. А с другой стороны, процесс, который уже назрел, это то, что инвестиции, вложенные в искусственный интеллект, они не приводят к такой же отдаче в практической, в реальной жизни. Имеется в виду доход от деятельности. То есть мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, когда отдача от инвестиций в искусственный интеллект, связанные с этим компанией, она происходит в основном только за счет стоимости активов, увеличения капитализации и надувания так называемого пузыря. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим коррекционный откат или даже сдувание многих компаний в хай-теке. Одним из главных показателей того, что происходит, является движение акций компании ASML, голландского производителя литографического оборудования. Вы видите здесь график, где одна свеча – это квартал. Исходя из этого графика, можно с высокой степенью вероятности прогнозировать, что в текущем квартале мы увидим либо сразу коррекционный откат вниз, или же будет перехай предыдущего максимума, и после этого мы увидим коррекционное движение, которое весьма вероятно продлится вот сюда, вот в районе 630-600 долларов за одну акцию на горизонте 1 год. Компания является своего рода прокси на все полупроводники и искусственный интеллект. В третьем квартале 2025 года зафиксирована исключительно высокая доходность, но начиная с 2025 года идет тенденция, когда китайцы не закупают оборудование, потому что наложены санкционные ограничения со стороны Соединенных Штатов, и, соответственно, основные покупатели литографического оборудования – это Соединенные Штаты и другие государства. Южная Корея, Тайвань. Сейчас идет активная попытка произвести так называемое импортозамещение, независимость от китайских полупроводников. Вот так выглядит месячный график. Сейчас начинается период отчетности, и после периода отчетности или в процессе весьма вероятно произойдет коррекционное движение вниз как по акциям этой компании, так и по акциям других компаний, связанных с полупроводниками и искусственным интеллектом. Но здесь как бы ситуация может следующим образом развиваться. Из-за идущего укрупления и обмена активов может быть краткосрочные выносы наверх, которые потом приведут к сильному коррекционному откату. Если перейдем к индексу NASDAQ, высокотехнологичному индексу США, месячный таймфрейм, то, соответственно, здесь мы видим, что октябрь месяц идет попытка сформировать разворотную модель и провести коррекционный откат. Исторически месяц октябрь, он всегда очень тяжелый для фондового рынка, и очень часто возникают сильные движения вниз. Вот, переходя к недельному графику, видим, что идет попытка оформления разворота и коррекционного отката NASDAQ в район 22 000, 21 500, вот сюда, вот в этот диапазон. Переходя к акциям NVIDIA, недельный таймфрейм, видим, что здесь уже оформляется попытка коррекционного отката, может быть даже разворота, соответственно, с целью движения вот сюда, вот в район 145-146 долларов за одну акцию. Переходя к дневному таймфрейму по акциям NVIDIA, здесь формируется картина, которая указывает на то, что в случае пробоя 166-163 вот этого диапазона мы увидим усиливающееся коррекционное движение в район 145-146, вот сюда вот. С учетом огромного количества ликвидности, которое на рынке, может сформироваться парадоксальная картина, когда будет вот это вот движение в районе 145-146, даже может быть еще ниже, но оно вполне может быть стремительно выкуплено. Соответственно, сейчас сформировались два наиболее вероятных момента, когда может произойти сильное коррекционное движение по всем акциям, особенно по хай-теку, связанному с искусственным интеллектом. Этот период времени наступает сейчас, вторая половина октября, и далее это будет последняя неделя января, первая неделя февраля. Это связано с определенными событиями, которые намечаются, и с санкционной войной, которая происходит между Соединенными Штатами и Китаем. Таким образом, если рассматривать акции NVIDIA, то на этой неделе весьма вероятно тестирование 165-164, и в случае пробоя, соответственно, мы увидим движение в район 145-146. Вот. Но вопрос пробития на этой неделе не уверен. Скорее всего, тестирование, и, наконец, октября весьма вероятно произойдет вот это движение. Так, друзья, далее акции Apple. Месячный таймфрейм я беру здесь вот для того, чтобы произошел уверенный коррекционный откат, ну или даунтренд, необходимо, чтобы мы вот хотя бы потестили хай, который был ранее в районе 260. Но здесь как бы по акциям Apple все готово для того, чтобы сходить в район 200. Хотя бы краткосрочно потестить.
Так, ну и вот переходя на дневной таймфрейм, здесь мы видим, что сейчас происходит тестирование диапазона 241-244. И, соответственно, на этой неделе, если будет пробой 241, то уже на этой неделе, завтра, послезавтра, мы увидим попытку движения в район 224, вот сюда, вот к этому значению. Если же вот этого пробоя не произойдет, то будет продолжаться консолидационное движение вот в этой башенке. Но, с моей точки зрения, более вероятно будет пробой и движение вниз. Так, друзья, далее акции компании Intel, дневной таймфрейм беру, потому что на нем вот очень хорошо видно вот это движение, связанное с взаимным интересом и инвестициями OpenAI. И такие движения, они очень часто возникают на хаях, когда уже подходит конец безудержного роста. Соответственно, по Intel высока вероятность того, что вот это движение разобьется в закрытие гэпа на 25. Это произойдет, если будет пробитие в ближайшее время, неделю-две, вот этого значения в районе 32. Если такого не произойдет, он будет консолидироваться в этом диапазоне еще месяц, может быть, полтора. Так, друзья, далее Tesla. Здесь, соответственно, дневной таймфрейм. Опять же, наблюдаем вот такое вот движение, которое может рассматриваться как конечное. И, соответственно, здесь просто необходимо пробитие вот этого диапазона 400-406. И, соответственно, в этой ситуации мы увидим коррекционный откат по Tesla и движение вот сюда, вот в район 347. Так, друзья, давайте далее перейдем к золоту. По золоту здесь у нас абсолютная ракета, все летит вверх. Здесь сочетание так называемого идеального штиля. С одной стороны торговые войны, с другой стороны избыточная ликвидность, которая заливается в золото, и покупка золота центробанками. Но по дневному таймфрейму и по другим таймфреймам видно, что здесь вот эта вот ракета, она будет еще какое-то время продолжаться. Все почему-то говорят про пузырь на рынке искусственного интеллекта, но никто не говорит о пузыре на золото. С микросхемками можно что-то делать, а с золотом вы делать ничего не сможете. Так, друзья, ну вот по золоту давайте рассмотрим часовой таймфрейм. Вот здесь как бы ситуация, она целиком бычья, но сегодня-завтра возможен коррекционный откат. Вот сюда вот в район 4135, 4130, сюда вот оно должно сходить для того, чтобы набраться сил и продолжить рост. Если опираться на данные, допустим, JP Morgan, то, что говорит глава американского банка, то здесь как бы ожидается рост на 5000, 5-10 тысяч. Есть фундаментальный фактор, если их в данной ситуации можно таковыми называть, которые связаны с тем, что в силу нестабильности происходит накопление золота центробанками и частными инвесторами и фондами. Вот. Но я вот вижу, что, исходя из часового таймфрейма, нужен коррекционный откат сегодня или завтра в этот диапазон и последующий рост. По крайней мере, пока что, с учетом выступления Пауэлла и его риторики, исходя из того, что слабо создаются новые рабочие места, формируется так называемая скрытая, а потом и явная безработица. Есть основания для того, чтобы в этом году 2 раза снизить ставки, и это приведет к тому, что дополнительная ликвидность, которая будет впрыскиваться в рынок, технологический сектор перекуплен, все ждут коррекционного отката, остается золото, криптовалюта для того, чтобы их накачивать. Так, друзья, далее давайте посмотрим нефть. Ну, здесь у нас был пробой вот этого важного диапазона, попытка нащупать поддержку, которая находится в районе 55-60. Но на текущий момент формируется профицит нефти. Перейдем на недельный таймфрейм. Видим, что здесь формируется попытка тестирования 55. Но до конца года на текущий момент отсутствуют драйверы, которые способствуют тому, чтобы нефть начала расти. Здесь тестирование 55 и дальше движение в диапазоне 55-68. Данная тенденция может смениться только в случае начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Пока что до конца этого года такие события не ожидаются, и поэтому наиболее вероятно консолидационное движение в диапазоне 55-68. Ну и, соответственно, даже, наверное, в обозримом промежутке времени 1-2-3 недели тестирования вот этого диапазона. Так, друзья, давайте перейдем к криптовалютам. Биткоин, недельный таймфрейм. Ну и здесь мы видим, что биткоин, так же как и золото, бенефициар движения ликвидности. В прошлую пятницу Трамп навел шороха. Но как бы на самом деле вот это вот движение коррекционное, которое было в пятницу вечер, оно в пределах допустимого колебания криптовалют. Ну, у биткоина, конечно, там на 20%. Если смотреть Ripple, то он вообще ополовинился в пятницу, но сейчас отскочил. Вот здесь, кстати, очень интересная ситуация, связана с тем, что с одной стороны не очень высокая ликвидность по сравнению с биткоином в Ripple, с другой стороны криптовалюта, которая интересна институционалам. Соответственно, здесь, когда начались распродажи, мы увидели такое вот мощнейшее движение, которое на короткий промежуток времени ее ополовинило. Так, друзья, но если оставаться на Ripple, дневной таймфрейм, мы с вами сейчас поставим, и мы видим, что воля к победе в Ripple еще не проснулась. Здесь, если переходить на часовой таймфрейм, я полагаю, что до 12 часов пятницы по европейскому времени
наиболее вероятно продолжится консолидационное движение вот в этом диапазоне по Ripple. А вот полдень пятницы он покажет, куда все это дальше пойдет. Либо будет тестирование 2,4 и пролив опять вниз, или же если мы удержим текущие значения и успешно будет тестирование в случае захода вниз, то Ripple весьма вероятно попытается восстановиться и сходить на 2,7, 2,8. Так, друзья, но если переходить к биткоину, часовой таймфрейм, то здесь как бы мы видим, картина весьма оптимистичная. Успешно он удержал позиции, и, соответственно, здесь у нас, я думаю, сегодня-завтра, в случае, если не будет пробития 110-500, мы отсюда увидим попытку движения в район 114-115. Вот сюда вот потестить вот это значение. Ну, биткоин, так же как и золото, бенефициар ликвидности, сочетание ликвидности и риска, и поэтому у него, скорее всего, пока глобальный пузырь не лопнет, должно быть все хорошо. Ожидаю по нему на этой неделе движения, попытка тестирования и ухода выше 115. Но здесь как бы на рисках, вообще в принципе о рисках и о том, что криптовалюты очень волатильны, могут ходить по 5-20% в день и ничего. Так, друзья, далее эфириум. Но здесь как бы ситуация весьма прогнозируемая. Вот его как бы как ворон на жердочку загнали. Соответственно, он здесь проторговочка у него идет в районе 4.120-4.100. И весьма вероятно отсюда будет движение сегодня или завтра. Цель этого движения 4280 к этому значению. Вот. Ну, может быть коротенький задерг в район 3950, но если 3900 удерживается, то все равно вот это движение на 4280, оно на этой неделе состоится. Так, ну вот хотел обратить ваше внимание, что целесообразно зарегистрироваться в такой сети True Social, там, где Трамп вещает, и отслеживать, что он говорит, потому что то, что он говорит, оно может приводить к резким движениям как в криптовалютах, так и в других активах. Известный мем «Продаю сигналы до 2028 года», подпись Дональд Трамп. Ну и то, что касается напоследок торговой войны Соединенные Штаты, Китай, здесь наиболее вероятно будет набирать обороты, несмотря на коротенькие откаты, взаимные договоренности, потому что пружина сжата, и, соответственно, для того, чтобы напряжение ушло, необходимы какие-то резкие действия, резкие движения. Друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты. Спасибо за внимание.